Уважаемые коллеги, к сожалению, ситуация в Республике Дагестан сегодня, скорее всего, наиболее сложная по отношению к другим субъектам Северного Кавказа. И вот как бы доказательством этого является тот факт, что в течение этих последних 20 дней там были проведены 3 митинга, один из которых был антикоррупционным, там было порядка 500 человек, но сами они говорят, что у нас было 1000. К сожалению, величайшему митинг был разогнан, применили силу, был ОМОН, спецназ, там организаторы и инициаторы были задержаны, они в последующем были освобождены, там идут судебные процессы. Я не понимаю, почему нельзя было поддерживать инициативу общественных организаций, которые проводили антикоррупционный митинг, и которых там задержали. Но второй митинг, он носил, конечно, более серьезный характер, и третий тоже особенно, и они тоже являются проявлением осложняющейся ситуации и этой тенденции к развитию к деструктивным отношениям, потому что второй был проведен где-то дней 10 тому назад, там было около 500 человек, организаторами были люди около 1000. Да, там статистика обычно бывает такая, правоохранительные органы называют одну цифру, средства массовой информации другую, а инициаторы третью. Но порядка 1000. Инициаторами были, значит, члены общественной организации Ахлю-Сунна. Это салафиты, наверное, может быть, так можно сказать. Но то, что почему-то здесь принято называть ваххабитами, я бы этот термин не стал бы применить, потому что в России его как-то идентифицируют проводят аналогии с терроризмом. Это совершенно разные вещи. А также организация территории мира и развития и родственники похищенных, погибших, подвергнутых пыткам. Вот этот митинг тоже он прошел без особых эксцессов, но была вот такая тенденция. И, наконец, митинг, который прошел в пятницу 14 часов в Махачкале, в котором принимало участие более 5000 человек. Я бы хотел, чтобы вы почувствовали, какая там ситуация. Я ее не хочу драматизировать и говорить, что там предвоенная ситуация, и завтра там начнется война. Не в этом смысле. Но 5000 человек, которые выходят на площадь сегодня, это в России нигде этого нет. И более того, я разговаривал с людьми из Ахлю-Сунны, которые 2 дня назад у меня дома были. Это и Кведу Аббас, и Камиль Султан Ахмеду, и это шейх этой организации, которого зовут Халил Рахман. Но они сказали, что на следующем будет около 50 000. А это очень плохо. Ничего хорошего особого в этом я не вижу. Значит, надо проблему решать, надо ею заниматься. Потому что, понимаете, 5000 человек тоже, это такая масса людей, которых ведь остановить тоже не смогли, и с которыми договориться заранее не смогли. А потом вот этот процесс произошел, когда они с территории Аварского театра двинулись на площадь. А, видимо, где-то все-таки приданные силы, в Дагестане ведь очень большое количество приданных сил из разных субъектов Российской Федерации, имею в виду правоохранительный спецназ, ОМОН, они были готовы к тому, чтобы остановить их, потому что, видимо, не исключали, что будет захват здания правительства, хотя об этом и речь не шла даже. Но, тем не менее, вот то, о чем говорил вице-премьер, когда сказал, там, видимо, были провокаторы, я не знаю, были они там или нет, но я знаю, что Султану Ахмеду Камилю, Кебеду Аббасу и Халилу Рахману удалось повернуть эту огромную массу к зданию Русского театра, и там этот митинг состоялся. Конечно, была принята резолюция, там четкие и жесткие требования. Вот проблема. В Дагестане такая ситуация. Теперь, что касается того, каким образом решать эту проблему, как заниматься миротворчеством, и какая была там практика и опыт у нас, когда мы занимались этим вопросом. И сейчас, конечно, тоже понимаем, что надо обязательно этим заниматься, потому что следующие 50-тысячные митинги, тем более, если они куда-то повернут и что-то будут предпринимать, я не знаю, как это остановить. Значит, я думаю, что вот тот гражданский диалог, который был проведен несколько месяцев тому назад, это была инициатива снизу, когда впервые за всю историю Дагестана за стол переговоров, Руслан Курбанов это хорошо знает, сели представители салафизма, Ахлю-Сунны, 10-12 человек их лидеров, главных идеологов, главных алимов, вместе с представителями духовного управления, там были все заместители муфтия, просто он сам отсутствовал, потому что не был в Дагестане, а также общественные деятели и представители власти.
и там все понимали, что надо остановить эти разрушительные процессы, не было ни одного выпада друг против друга, и пошел исключительно позитивный процесс, который надо было поддержать и который надо было развивать. Но, к величайшему сожалению, это была первая инициатива снизу. Она не была организована властью. Я не говорю, что власть плохая. В любом случае, совершенно правильно здесь сказали, что решать эту проблему можно тогда, когда будет политическая воля самой власти, и федерального центра, и дагестанской власти, и поддержка со стороны дагестанского общества, и общественных организаций. Без всякого сомнения, по-другому это решить невозможно. Но вот тот процесс тогда остановился. Мы приезжали сюда с Кабедом Авасом, встречались с руководителем Совета по правам человека и развитию Института гражданского общества Федотовым. И в Дагестане тогда состоялось выездное заседание этого совета. И, к сожалению, вот этот процесс диалога, который был снизу начат, он сейчас остановился. Я не знаю и не хотел бы здесь анализировать, может быть, причины, почему это произошло, но мне кажется, я могу ошибиться, очень хотел бы ошибиться, что если сейчас со стороны тех ресурсных, ну, скажем, сил и факторов не будут приняты очень серьезные и действенные, эффективные меры для того, чтобы остановить эти разрушительные процессы, которые там пошли, то эта ситуация может кончиться драматически. Я имею в виду, естественно, и структуры из федерального, из Москвы, как мы говорим, чтобы мы понимали и чувствовали. Вещи называя своими именами. Когда мы занимались в течение последних 2 лет этими проблемами из Москвы, вот то, что называется из Москвы, в этом процессе миротворчества принимал участие Максим Шевченко. Из НАКа, наверное, это можно говорить советник председателя НАКа Приждомский Андрей Станиславович. Ну и, по-моему, все. Это маловато, потому что мы, кавказцы, знаем, что мы все-таки смотрим на Москву, и думаем, а как они к этому относятся, а почему они меры не принимают, а почему они так не поступают, а почему они кого-то того не отправляют. Все-таки вот это есть в общественном сознании. И поэтому там вот эти возникают, я бы не хотел, может быть, даже здесь это озвучить, всякие концепции о том, нужна ли вообще здесь, нужен ли здесь этот мир. То есть я имею в виду мир там, нужен ли здесь. Они же все-таки есть в общественном сознании. Там в Дагестане вообще считают, что, слушайте, там не нужен мир кому-то. Это нельзя, это страшная вещь.